Знаете, какой сегодня день? Сегодня ровно 14 лет, как мы приехали в Россию. Именно в этот день. Ровно 14 лет назад. Да, это не 15, но все-таки дата неплохая, да? Согласитесь, 14 лет назад. Друзья, вот такая у меня тачка замечательная, ей уже больше 20 лет, и я хочу ее немножко обновить. Во-первых, рассыпались ручки, были пластиковые, рассыпались, стояли долго на солнце в таком состоянии. Ручки, в общем, они уже потрескались, смысла в них нет, обматывать их чем-то, как-то их ремонтировать смысла нет. Это во-первых. А во-вторых, нужно сейчас ее обновить. Я купил краску. Все будет симпатично, красиво и здорово. Меня сейчас спрашивают в телеграм-канале, какой породы яйцо мы купили. Взяли опять то же самое, ту же самую породу, то есть пока не экспериментируем. Эта птица нам очень понравилась, эта порода, то есть ливенские ситцевые. Очень понравились, вообще классная курица, классные петушки. Спокойные, мирные, не агрессивные, несутся отлично, яйцо крупное, тушки огромные, классные. Несутся хорошо в том плане, что и зимой они не мерзнут, то есть эта порода такая, у нее есть пух, кроме перьев. И эта курица, она просто не мерзнет зимой, да, она отлична для русской зимы. Яйцо, правда, дорогое, да, яйцо, одно яичко стоит 200 рублей. Одно яйцо стоит 200 рублей. Но это если на инкубатор. Если так, мы продаем все обычные десяток, там 120 рублей продаем и все. Сейчас был вопрос, опять же, в Телеграме, я отвечаю для всех, потому что, думаю, наверняка будете спрашивать, а неужели в России у нас есть чистые породы? У нас Сергиев Посад, город есть такой, там есть генофонд. В этом генофонде там есть абсолютно все породы. И это все заказывается по всей России. И если вы хотите чистую породу, любую чистую породу, любой птицы, ну, практически, я не скажу, там какие-то, может быть, страусы, какие-то там экзотические какие-то птицы там, да. Тут я вам ничего пообещать не могу, но по курям, по гусям, индюкам, там, то есть по уткам, это туда обращайтесь, в генофонд, можете заказывать, заранее заказывайте, оплачивайте, вам говорят, в какой день, в какое время приехать, вы должны в этот день приехать. Можно забрать яйцо, можно забрать уже утятами, цыплятами, гусятами. Это вот, что касается вот этих всех вопросов, чтобы вы знали и не спрашивали. Ну, мы, в принципе, даже так далеко и не ездим в Сергиев Посад. Все это есть уже и в регионах. Ну, мы берем это чисто, вот та порода, которую мы хотели, именно ту нам и продают. То есть с этим проблем нет, друзья. Если вы думаете... Я так понимаю, что человек, который спросил, наверное, он живет в Германии. Вот, может быть, просто не знает. Действительно, да. Ну, я тоже многого не знал, поэтому не стыдно спрашивать, стыдно не знать, как говорится, да, или как говорят. Вот, поэтому я думаю, что нормально это все спрашивать, узнавать. Я что знаю, всегда подскажу и поделюсь информацией. Накрашу я заборы, чтоб то не яйца мне бросли. Все, тачка обновленная. Сейчас она подсохнет у нас. Вот такая вот она освеженная. Краску взял 3 в 1 по ржавчине. Грунт эмаль. Ну, в общем-то, да. Точно такой цвет, как и была синяя. Обновленная, красивая синяя.
Даже снизу решил покрасить. Немножко краска оставалась. Последнюю все истратил. Ну, последнюю, которую налил. Здесь полбанки еще целые есть у меня. Это дело можно закрыть. Все, это еще пригодится. Покрасил я даже с этой стороны снизу. Хотя смысла не было, но сделал. Вот. Пусть так стоит. Она сейчас, у нее опора на колеса. И всего лишь здесь 2 точки. Поставить ее, как обычно, в рабочее положение нельзя, потому что прилипнет сюда все на свете. Пусть стоит так и сохнет. Все. Сейчас я хочу заняться дверью. Дверь хочу покрасить. С этой стороны здесь как-то каким-то таким дермантином обшито. Не очень смотрится. Кость тут Сонька притащила. Убрать надо все. Тоже еще уборки. Уборки столько много еще. Все вот это все еще не убирали с зимы. Обычно подметенно все здесь, но пока нет. Пока нет. Пока вот этой дверью надо заняться. Аж глазки закрывать, да?
Вот такая получилась у меня дверь. Подсохнет еще. Сам дверной проем. И просто взял еще и вот эту трубу покрасил. Она тоже такая была белая, да? Какая-то драная, ржавая. Просто покрасил. Она все равно будет потом выкидываться, но это так временно. А потом надо будет покрасить, скорее всего, вот эту и вот эту, чтобы все выглядело одинаково, одним цветом. Тогда будет красиво. Наша тачка высохла, все покрашено, все замечательно. Теперь нужно сюда надеть новые ручки, потому что старые совсем умерли. Для этого я купил ручки и положил их сюда в горячую воду. Сейчас я буду их одевать. Горячие оденутся легче, чем холодные. Мы возьмем немножко моющего средства, или как переселенцы его называют, шпилька. Намажем сюда. И одеваем. И превосходный результат. Все. Отлично. Смотрите, это вот наша желтая черешня. Она уже готовится цвести. А наша красная черешня, посмотрите, вот они уже, цветочки. Уже наготове. Вот-вот, и она зацветет. Не зря, друзья, я все это дело опрыскивал. Это все дает свои результаты. Как здорово, посмотрите, цветочки. Красота. Купил я себе вот такое зеркало в мастерскую. Магазин, где все бэушное. Ну, знаете, тоже бэушная мебель такая. Я сегодня зашел, смотрю, столы компьютерные с тумбочками, такие классные. Я говорю, как новые? Он говорит, они и есть новые. То есть я не стал спрашивать. Он говорит, вот упаковка, говорит, стоит. Я не стал спрашивать, как, что, почему они в бэушном магазине оказались. Но новые столы, абсолютно не поцарапанные, красивый цвет. Вот. Но я взял вот это чисто зеркало. Это все дело здесь открутится. Вот, мне важно зеркало, что было. Давно мечтал повесить зеркало здесь в мастерской. У меня есть вон то маленькое, видите. Оно, конечно, хорошее, но оно маленькое. И оно неудобно, ну, не повесить его, ничего, как бы такое. Мудрить я уж не стал, там лишние дырки делать. Вот, решил, думаю, найду что-нибудь, куплю. Ну, вот такой сейчас где-то в магазине захотите купить. Ну, будет отдельно стоить такого размера 1007. Ну, я взял вот за 2000. Вот, для мастерской самое то. Стул у меня в таком виде, потому что Сонька запрыгивает, и потом все в шерсти. У нее есть свое место, и она должна спать там. Ну, вот. А от обычных кошек нет такой шерсти, как вот от нашей. Она, вон она идет. Красавица, вон она идет. Новые запахи. Все покрашено. Сейчас я буду ставить дверь на место. Вот она идет. Ну иди, садись. Рыба наелась, я ей рыбы дал. Ну. Я буду думать. Так, еще зеркало видела новое. Вот как интересно же, а? Да, Сань? Ай, как интересно. Привезли мы сегодня Ваську, котенка. Она думает, что это кошка нюхается. Она с Васькой так обнюхивалась, знакомилась. Но без агрессии. Но Васькина мамка мышеловка-крысоловка. Нам такой кот нужен. Потому что с этой толку нету. Она только так вот покушать, поспать,
Мышей не ловит она. Вот. Поэтому решили кота завести. Значит, сейчас мне надо немножко смазать здесь наши петли. Саша, передай привет всем нашим родным и знакомым. Первая дверь слева. Вчера покрасил, сегодня уже на место повесил. Вторая дверь самодельная, из такого железного листа. Она идет туда вот на подвал. Она самодельная, она неровная, но, знаете, и та дверь тоже неровная, и та дверь тоже самодельная, из кусков листов вообще сваренная. И она была серая, какая-то некрасивая. В общем, я решил все это в один цвет покрасить. И мне кажется, вот так 3 двери зеленого цвета будут смотреться намного лучше, чем это была какая-то темно-серая, ржавая труба была. Здесь была серая дверь, и там была серая. В общем, я думаю, в один цвет это будет лучше. Ну, в любом случае, та дверь уже сильно проржавела, а эти, ну, так и так были как бы не очень привлекательны в сером цвете. Ну, это на мой взгляд. И я решил их покрасить. Вот такие дела. Тачка моя тоже подсохла. Смотрится, мне нравится, вообще шикарно. Как новая смотрится. Вообще, что делает краска, да? Как краска способна обновить деталь или вещь. Посмотрите, какие ручки. Вообще, ручки замечательные, вообще классные. Вот, поэтому я рад. Тачка как новая, можно новую не покупать. Ну хорошо, пока моя дверь подсыхает, вот эту 3-ю дверь я хочу еще раз покрыть. Видите, неровности. Это на 2 раза. Вот, на 3-й раз я еще хочу покрыть. Дверь в подвал я сегодня вешать не буду. На место она липкая. Чё она такая липкая? Я ее повесить не смогу, пускай сохнет, спокойно стоит. Знаете, какой сегодня день? Сегодня ровно 14 лет, как мы приехали в Россию. Именно в этот день. Ровно 14 лет назад. Да, это не 15, но все-таки дата неплохая, да? Согласитесь, 14 лет назад. Вы знаете, сейчас крашу двери и поймал себя на той мысли, что ну, как мы приехали и что-то начали улучшать вокруг себя, так улучшаем по сегодняшний день. Семья там что-то в огороде сейчас что-то делают, что-то сажают, там, не знаю. Я тут что-то крашу, сейчас это закончу, надо будет дальше там, не буду вам говорить, в следующем ролике покажу, что буду дальше делать. Это закончится, следующее начнется, это закончится дальше. Вот и так все время, постоянно что-то мы делаем, что-то мы стараемся улучшить вокруг себя. И знаете, глаз радуется, конечно, когда ты все это делаешь, когда все у тебя получается. Глаз радуется, видишь все это.
удовольствие, это все приятно, это все здорово. Так что можете нас поздравить. 14 лет в России это вам не шуточки. Пришло время растянуть шланг и установить вот такую поливалку для молодого сада. Шланг я положил предварительно на солнце. У нас сегодня очень тепло, жарковато даже. Вот, чтобы он стал мягче. Вот он лежит, там еще он не обрезан. Взял с собой ножницы. Сейчас будем обрезать. Шланг отрежу я немножечко с запасом, ну, чтобы сильно не париться, знаете. Иногда надо будет обойти какое-то дерево. Просто раз обошел здесь, и чтобы его хватило туда. Не сильно, чтобы там каждое деревце вот так каждый раз обходить и выравнивать. Вот. Сейчас мы это дело сделаем. Я хочу в первую очередь поставить поливалочку там абрикос. Там все молоденькое в этом году, что посажено, и ту сторону начать поливать. А потом здесь. Так, сейчас мы определимся, да, сколько нам надо отрезать. Этот угол, он у нас немножко дальше, чем левый. Поэтому я проложил сюда шланг, чтобы видеть. Итак, я думаю, что здесь сейчас мы так вот обрежем его. Вот достаточно. Здесь все подключаем. Стоп. А что она так у нас? Что у нас такое? Опа. А, вот она. Понятно, надо вот эту вкрутить. Тут получается вот так вот, видите? Хитро сделано. Угу. И резьба. Так, ну-ка. Отлично. Все, вот теперь все прочно. Итак. Значит, здесь и здесь выставляем одинаково. Ну вот они сошлись. Это максимум сюда. Это я подойду отрегулировать. Она будет на меня все лить. Раз. А так будет в сторону чуть-чуть. Включаем. Все. Сейчас пойдем откроем воду. По документам эта поливалка покрывает 4,5 сотки за раз. Ну, сейчас попробуем, посмотрим, как это все в деле. Да? Камеру подальше поставлю, потому что залит вдруг. Вот немножечко орошается земля. Напор не сильный, поэтому далеко или большого захвата нет, далеко не захватывает. Но в принципе для такого пятачка это уже неплохо. Почему? Потому что если взять простую вертушку, она не возьмет столько. А здесь где-то метров 6 в диаметре вот она сейчас захватывает. Надо чуть ближе сюда продвинуть его, потому что он сильно на забор заливает. Нам это не надо. Запахло свежестью сразу, потому что водичка. Класс. Все, пускай поливает. Да, у нас еще весна, а уже сухая земля. Все сухо-сухо. А что будет летом? Так, смотрите, сколько у нас красоты здесь. А как пахнет это все? Пахнет просто восхитительно. Здесь тоже много паутины вижу. Паутинку убираю, ежедневно убираю. Ну, какие-то мелкие паучки стали летать. Какой запах. Какой запах, ребята. Нет, это не сравнится ни с чем. К руке под ноги не лезть. И еще одна красавица.
Смотрите, какой красивый цвет. Вот паутинка, вот она. Эй, ты что меня клюешь? Клюет меня. Ну что вы, а? Эй, кулемки. Атьки. Атя. Ать. Прямо вот под ноги лезут. Вот так красиво. Это слива Голливуд. Такой сорт, который, знаете, вот слива, смешанная с персиком. Скрещенная. Круглая такая. Сладкая мякоть. Не кислая. Здорово. Пропитывают землю влагой, водой. Вот чуть-чуть не хватает вот до этого дерева. Но ничего, мы потом переставим ее сюда, 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 и так будем чередовать. Так, это у нас нектарин. Ну, не знаю, здесь 5 цветочков и дереву 2 года. Я сомневаюсь, что что-то будет. Но, знаете что, интересно просто. Не столько из-за плодов, сколько вообще вот интересно ухаживать за деревом и наблюдать результат. В общем, сегодня вот этих жуков-аленок я на абрикосе несколько штук снял. И раздавил прям в перчатках. Тут какой-то жук лазит. Можно поднять немножко. Гусей нет. Можно чуть-чуть поднять. И чтобы курочки выклевали. Тип-тип-тип-тип. Типа. Идите сюда. Смотрите, какая травка. Ну-ка, давайте. Ну, давайте. Поклюйте. Да, вон травка. Вот травка. Вот тут, говорю. Тут сухостой какой-то. С того года еще. Вот сейчас мы уберем все это сухое. Пусть выклевывают. Вообще они любят, конечно, пырей. Любят одуванчики. Вот они клюют, довольные. Ешьте. Ну, остальные что думали? Думали, со стола что-то? Нет. Просто травка. Подножный корм.